Когда я жил в Индии, купил себе Гималаян одной из самых первых партий. Он тогда еще на карбюраторе выпускался. И все годы, пока он у меня был, Гималаян я считал идеальным мотоциклом для путешествий по Индии, но с некоторым скепсисом относился к нему в качестве байка для неиндийских условий. Наконец, в этом году я решился попробовать, а какой он по сравнению с именитыми конкурентами в европейских условиях со скоростными магистралями, как у него подвеска будет отрабатывать на привычном полигоне и так далее. Что ж, располагайтесь, а я буду делиться ощущениями, имеет ли право на существование Гималаян вне Азии. Но сначала пара слов о марке Royal Enfield, потому что большинству нормальных людей эти два слова ни о чем не говорят. Вкратце, Enfield – это индийский Харли. Кстати, немногие знают, что Royal Enfield выпускает мотоциклы дольше, чем BMW и Harley Davidson, например. Причем не просто марки много лет. На рояле тут пару лет назад 120-летний юбилей своего первого мотоцикла отмечали. Или, например, немногие знают, что в 50-х годах под маркой Indian в США продавали как раз рояли. Как уважают марку в Индии, можно понять хотя бы потому, как часто вы видите логотип. На приборке 2 и еще на ключе гигантский цветной логотип, чтобы можно было щегольнуть, кинув ключик на стол в ресторане. Еще видно обратный логотип на стекле. Логотипом помечается буквально все, даже на защите рук он есть. А еще Royal Enfield Bullet считается самой долгоживущей моделью мотоцикла в мире. Самое интересное в истории связано как раз с Буллетом. Если посмотрите Bullet 49 года и современный, они очень похожи внешне, и даже кубатура 350 и 500 кубов с тех пор глобально не менялась. А если смотреть мотоциклы до 2010-х годов, они технически практически не отличались от байков 40-х годов. Индийская армия в начале 50-х сделала заказ на те самые буллеты. Википедия утверждает, что заказали модели в 49 году. Прикинув объем необходимых поставок, англичане в 50-х открыли фабрику Enfield в Индии. Причем индийцы заказали не просто первый попавшийся байк. Bullet был реально крутым мотоциклом, на нем в те годы получали золото в Six Days Enduro и в Six Days Trial. Если сейчас мы Bullet назовем просто классиком или даже круизером, то в 40-х или 50-х это был практически эндуро. Компания всю свою историю была связана с военными, поэтому официальный слоган «Сделан как пушка». Помимо того, что слоган круто выглядит на футболке, ему самому больше 100 лет, и фраза несет в себе длиннющую историю, как Enfield был поставщиком деталей для Королевской оружейной фабрики, откуда и появилась приставка Royal, как они поставляли мотоциклы в Первую мировую войну, в том числе были подрядчиком российского правительства при императоре. Во Вторую мировую войну рояли тоже делали несколько любопытных мотоциклов и разное оборудование для британской армии. Английский Royal Enfield еще что-то там изобретал и модернизировал, вплоть до закрытия английских заводов в конце 60-х. А в Индии из-за жестких условий контракта с армией штамповали те же самые буллеты конструкции 49 года без изменений до середины 90-х годов, пока индийскую компанию в предбанкротном состоянии не купил производитель тракторов и грузовиков Eicher. Звучит скучно, здесь нужно поддать контекста. По не самым свежим данным, Eicher принадлежит больше 30% индийского рынка грузовиков любых размеров. Кто хоть раз путешествовал по Индии, видел, что это страна грузовиков, учитывая, что Индия тут недавно перегнала Китай по численности населения, а все трассы буквально забиты грузовиками, более 30% такого рынка – это больше, чем можно представить. Сказать, что в масштабах Eicher какой-то там Enfield с жалкой долей на моторынке имеет значение? Конечно нет, индийцы просто любят скупать все, что не прибито к полу. Вот вы знали, что ваш любимый Bajaj – один из крупнейших производителей стали, лебедок, лампочек, вентиляторов, чайников, утюгов и оборудования для обработки хлопка, один из лидеров страхового бизнеса. Eicher также владела производствами одежды, обуви, продуктов питания. Enfield валялся где-то в папках с отчетностью, потихоньку умирая в стагнации. Стоит отметить, что единственный значимый для истории эксперимент до конца 90-х был с моделью Taurus. А для истории он значим, потому что единственный массовый серийный мотоцикл на дизеле, хотя все знают только JP8, который массово никогда не продавался.
Возвращаясь к Энфилду, владелец Eicher Motors решил отойти от дел, передав дела своему сыну. Сын, Сиддхарт Халал, пошел по нетипичному пути. Чтобы не распыляться на все, он закрыл почти все бизнесы, оставив только доминирующее грузовое и Энфилд, потому что с юности влюблен в эти мотоциклы. И это тоже типичная история в Индии. У меня есть знакомый механик в Индии, который всю жизнь чинит буллеты. Не сомневаюсь, что он мог бы собрать двигатель буллета с завязанными глазами. Я у него как-то спрашивал, почему он вдруг решил этим заняться и почему только Энфилдами, если тех же Хонд несоизмеримо больше. Он ответил, что в детстве жил в деревне у подножья небольшой горы, и когда какой-нибудь путешественник ехал с горы на буллете, его было задолго слышно, и ни с чем этот звук не спутать, разве что с вертолетом. Все деревенские детишки выбегали на дорогу помахать путешественнику хиппи и посмотреть на буллет. Так и влюбился в эти мотоциклы, а потом бегал в мастерскую помогать чинить рояль. Или вот вам противоположная история. В Мумбаи была очень богатая свадьба высших кругов. Знаете, какой был подарок от родителей молодым? Не какой-нибудь унылый Порш, хотя для них это не составляло проблем, а старый отреставрированный буллет, потому что любой нормальный пацан в Индии фанатеет по роялям, от деревенских до элиты. Или вот взять меня. У меня нет привязанности к технике, спокойно расстаюсь с автомобилями и мотоциклами, даже когда в них куча вложенного времени. Ну было и было, едем дальше. Единственный мотоцикл, который особо и не нужен, но я его не отдаю и продолжаю платить за страховку – Буллет. Причем в Индии у меня было еще два других новых мотоцикла, и старичок Буллет определенно самый медленный и проблемный, который раз в пару недель требовал ремонта, но все равно старик оставался моим основным в Индии и самым любимым мотоциклом из всех, какие у меня были. Не по внешнему виду или из-за ностальгии, просто на нем классные ощущения во время езды. Та же история у многих с Харлеями. Неплохо для дешевого малокубатурника, купленного на базаре за 30 тысяч рублей, да? Возвращаясь к новому хозяину Энфилд. Молодой Сиддхарт Халал за счет своей страсти и поставил с колен марку. Особенно заметен расцвет и резкое осовременивание в 2010-х. Для интереса посмотрите какую-нибудь презентацию модели, там обычно Сиддхарт с горящими глазами рассказывает, что у них получилось. Тут, конечно, еще время подошло. Культ ретро как раз в новом веке пошел. Марка удачно дотянула, пропустив золотые годы, когда все производители экспериментировались, боролись с засилием дешевых и практичных японцев, теряя свою харизму. И теперь Буллет ценится как раз за неподдельное ретро. Достаточно было повысить надежность до современного уровня, что, кстати, было сделано прекрасно. Рояли 90-х и 2010-х – это абсолютно разные по надежности изделия. Правильнее сказать Энфилды. Индийская компания отвоевала в суде право на приставку Royal, и как Royal Enfield индийские мотоциклы маркируются только с 99-го года. Так вот, я много ездил на тех самых старых буллетах, невозможно было добиться идеального состояния, всегда что-то подсыпается и раз в неделю стабильно мотоцикл хотелось перебирать. Да, конструкция проста до безобразия, поэтому разборка буллета сама по себе доставляет удовольствие, но с точки зрения надежности это были мотоциклы 40-х. И даже несмотря на все, в Индии особо ценятся мотоциклы до конца 90-х, когда Энфилды были совсем устаревшими, со старыми чугунными блоками, они даже звучали иначе. Старые мотоциклы можно легко узнать по педали тормоза с левой стороны, а переключению передач с правой. Royal Enfield с 97 года решили все мотоциклы перевести на новую коробку передач, однако фанаты ругались, из-за чего первые годы была забавная ситуация. Можно было купить Bullet Electro либо с классической правосторонней четырехступенчатой коробкой, либо бисовской пятиступенчатой слева. И знаете что? На внутреннем рынке больше брали традиционный устаревший вариант коробки. И еще справа была маленькая педалечка для сброса на нейтраль с любой передачи, кроме первой. Эту фишку как раз внедрили в 49 году. И кикстартер оставался на мотоциклах даже в 2010-х годах. И полоски на баке буллетов наносят вручную. С 90-х рояли устраивали ежегодный мотопробег от Дели, проходя через одну из самых красивых дорог мира Манали-Лех и дальше до перевала высотой 5359 метров в Гималаях. Сам маршрут – испытания для техники, и помимо высоты, где начинается не хватать кислорода, по пути все не очень хорошо с покрытием, нужно пересечь пару бродов и так далее. Я там был 5 лет назад, думаю, в 90-х было совсем интересно. Мне кажется крайне интересным, что Гималаян явно создавался для покорения этой одной дороги. Тестировались Гималаян именно в Гималаях, хотя производство вообще-то на юге Индии. Это по расстоянию примерно как от Испании до Финляндии. Сейчас готовится Гималаян 450, опять замечен на снежных дорогах Гималаев. Кстати, Гималаян не совсем чистая индийская разработка.
Есть такая британская компания Harris Performance, которая занимается постройкой шасси гоночных мотоциклов для разных команд, в том числе и MotoGP. В 2000-х компания разработала для рояля Continental GT, реинкарнацию старого кафе-рейсера. А как мы знаем, у индийцев есть традиция каждый понедельник покупать себе какую-нибудь компанию, поэтому Harris Performance тоже принадлежит Enfield. И уже в качестве штатного проекторского бюро титулованные англичане из мотоспорта создавали шасси Himalayan. Заметно, что Himalayan создавались с чистого листа, ничего не взяв от Буллета. Например, это первый мотоцикл Royal Enfield с моноамортизатором и рычажной прогрессией, ну и сделали новый двигатель. И забавно, что всю платформу сделали чисто под Himalayan, больше нигде не используя. Даже если один двигатель взять. У них были моторы 350 и 500 кубов, оба низовые одностволки. Зачем делать промежуточный вариант с еще одной низовой одностволкой и нигде ее не используя? Только практически через 10 лет на той же платформе выпустили скрэмблер. Что, кстати, тоже странно, чего так долго тянули. Индийцы буквально сразу же на основе Himalayan начали делать кастомы скрэмблеры. Даже если просто снять стекло с гималайца и зеркала под руль воткнуть, он уже весьма себе скрэмблером становится. В таком виде Himalayan неоднократно видел. В отличие от остальных малокубатурных адвенчеров, Himalayan разрабатывался не как пробник марки или байк для новичков, а как флагман для настоящих путешествий для бородатых мужиков. В Индии вообще культ туризма на роялях, поэтому у гималайца, во-первых, непривычное оснащение в стоке, как у мула с остальной площадкой для груза, креплениями под алюминиевые кофры и главной фишкой – стальными рамками спереди. Это не защита мотоцикла, как многие думают. Эти дуги последнее, что пострадает при падении из-за ультраузкого профиля мотоцикла. На первой же презентации говорили, что это система для крепления груза. Там под пластиной с логотипом находится ряд крепежных отверстий. Сразу же на презентациях показывали крепление ротопакс с канистрами. Однако вживую я не смог их купить, да и фирменные кофры первые 2 года заказать было нереально. Но сразу же сторонние производители начали изготавливать сумки на передней дуге под стандартную индийскую канистру, которая в ходу в Гималаях, либо туда же входил маленький рюкзачок. Еще на те же дуги выпускали сумку под 2 бутылки воды, что актуально в жаркой Индии. Сами рамки – очень крутое решение, позволяет сбалансировать нагрузку без перекоса назад, что всегда проблема на легких турендуро дальниках. Более того, в Индии принято ездить на перегруженных мотоциклах, и я думаю, подвеску настраивали на работу именно в таком режиме. Если катаешься соло, пружины супер жесткие, их нужно чем-то пригрузить. А защитные дуги сначала представили другие и как опцию. Причем вот эта более-менее типичная для адвенчеров защита индийцам не зашла. Индийцы привыкли, что дуги – это вот так. Хотя с точки зрения эндуро больше опасности для ног, и на каких-то каменистых тропках такая форма точно не помогает. Народ брал стандартные дуги от Буллета и переваривал крепление под Himalayan. В конце концов, Royal Enfield сдались, и теперь официально можно купить круизерные дуги под Himalayan. Если смотреть на Himalayan, можно заметить еще одну необычную деталь. С левой стороны решетка. Она тоже не имеет отношения к защите мотоцикла. Это Sari Guard, штука, которая есть на большинстве индийских мотоциклов. Индийские женщины ездят сзади не как нам привычно, а боком, не перекидывая ногу через мотоцикл. Ну и плюс большинство ходит в сари, это не какая-то чисто свадебная традиционная одежда. Sari Guard, очевидно, не допускает, чтобы женщину намотала на колесо. Во-вторых, под Himalayan помимо кофров сразу сделали линейку фирменных сумок и экипировки. Причем экипировка не от каких-то ноунеймов, а в сотрудничестве с Revit. А боты для Enfield, например, делает TCX. Не только какой-то дешман, есть и дорогие модели. Даже перчатки Royal Enfield уже в 2016 году работали с сенсорными экранами. И контрольный аргумент. У Royal Enfield в стандартной комплектации помимо хорошего набора ключей была еще аптечка. На полноценную не тянет, но согласитесь, так для малокубатурников не стараются. Мысль, которую я пытаюсь донести, почти все малокубатурники дают ощущение игрушки, рояли же воспринимаются полноценными мотоциклами, просто старинными, поэтому и не ждешь динамики или супер подвесок. Это мотоцикл больше для новичков, первый или второй, и вот эту спокойную круизерную тему мало кто поймет. С точки зрения динамики, KTM 390 или Versys 300 дают больше эмоций, да и обгоны на них не представляют проблем. О рынке адвенчеров в Индии на старте можно представить, как отвечало руководство Enfield журналистам о емкости рынка такого класса мотоциклов. Разводили руками, потому что полноценных турендуро в Индии еще не было, большинство путешествовало на буллетах и тандербёрдах.
Можно приплести в конкуренты Hero и Impulse, но это скорее SUV Enduro на 150 кубов, не вариант для длительных перегонов по гигантской Индии. Гусенка можно назвать конкурентом, даже закрыв глаза на то, что это кроссовер, а не Tour Enduro. Однако BMW фактически в продаже появился только через 2 года после Himalayan, и есть нюанс с ценами. Himalayan на старте стоил 140 тысяч рупий, это цена, за которую я купил его в салоне. Для простоты представления 10 рупий это 8-9 рублей после кризиса 2014 года. Если хотите поностальгировать, в 2013 году новый Bullet стоил в Индии меньше 60 тысяч рублей. Потом Himalayan каждый год дорожал примерно на 25 тысяч рупий. Для гусенка сначала заявили, что будут продавать за 250 тысяч рупий. Пока доделывали двигатель, заявили уже 300 тысяч рупий, а на прилавках он появился за 350 тысяч рупий. В итоге в 2018 году Himalayan стоил ровно в 2 раза дешевле BMW. И поверьте, он не то что в 2 раза не хуже, он вообще не хуже. Himalayan изначально разрабатывался для индийского рынка, и только потом модель пошла на иностранные рынки, где по меркам марки стала успешной, особенно в Латинской Америке и Южной Европе. Понятно, что супер успешным стать у рояля шансов нет, хотя бы потому, что в большинстве стран отсутствует полноценная дилерская сеть и какой-либо маркетинг. Однако, что любопытно, я знаю пару компаний в Испании, где периодически беру мотоциклы, которые на Гималаянах проводят туры с умеренным бездорожьем по Испании и Марокко. Таких же туров на 390 Adventure и 310 GS я не встречал. Хороший индикатор соотношения цены и качества на тех рынках, где дилеры таки есть. Давайте уже переходить к делу. Я много путешествую на разных Tour Enduro, и это обзор Royal Enfield Himalayan. Прежде всего, двигатель отличается от любого другого Adventure. Вы его либо полюбите, либо нет. Если захотеть сделать полную противоположность двигателю Versys 300, получится Himalayan. Если вкратце, у Himalayan самый длинноходный двигатель среди всех адвенчеров, по повадкам он ближе к классическим Харлеям, просто с более скромной динамикой. Если сравнивать с малокубатурными конкурентами, у Himalayan очень низкооборотистый двигатель. Ручку газа в городских пробках можно не крутить, он и так толкает, как на круизерах. Крутить двигатель тоже некуда, пиковый момент на 4250 оборотах, у одноклассников пик обычно на 7000. Тут нужен короткий ликбез для новичков. Чем больше ход поршня относительно его диаметра, тем при прочих равных больше тяги внизу. Но длинноходный двигатель по физическим причинам не может работать на таких же высоких оборотах, как короткоходные моторы. Мощность – это крутящий момент, умноженный на обороты в конкретной точке, поделенный на фиксированный коэффициент. Если мы делаем легкий короткоходный оборотистый двигатель с моментом на высоких оборотах, он всегда будет показывать более высокую пиковую мощность, но со слабыми низами, зато длинноходный двигатель не нужно крутить. Так Himalayan выдает больше 80% крутящего момента до 2000 оборотов. Ни одного другого Tour Enduro с такой характеристикой нет, что и следовало ожидать от самого длинноходного мотора в классе. Короткоходные двигатели дают больше спортивных ощущений, длинноходные дают ощущение брутального круизера. Они разные по стилю езды, никакие не лучше и не хуже, поэтому не надо никогда смотреть только на цифру мощности. Например, 100-сильный круизер сильно приятнее в городском движении, чем 200-сильный спортбайк. Зато короткоходные мощные моторы лучше раскрываются на высоких скоростях. Например, быстрее совершают обгон на трассе. Еще длинноходные моторы, как правило, менее теплонагруженные и с меньшим расходом топлива. Каким-то динамичным двигатель не назвать, неспешный, но у него, что называется, паровозная тяга с высокой инертностью. Где мне больше всего нравится Himalayan в совсем медленных условиях. Во-первых, у него 5 передач, а не 6, как у конкурентов. Модель использования коробки отличается от того, как приходится работать на конкурентах из-за хорошей тяги с самого низа и эластичности. Вот смотрите, 5-я передача начинается где-то от 50 км в час с уверенной тягой. В условиях дальняка едешь как на автомате, и на магистрали 5-я передача, и когда проезжаешь городки с ограничением 50 км в час, вниз не переключаешься. Движок очень эластичный для малокубатурника в городе или на грунтовке, не так привязан к конкретной передаче по работе с коробкой ближе к более кубатурным мотоциклам. На буллетах даже 2010-х годов была разболтанная коробка, которая буквально от ветра могла перещелкиваться, и попутно типичные проблемы с самопроизвольными переключениями, ложными нейтралями и так далее. Эксплуатация старых буллетов требовала специфичных навыков. На Himalayan решили эту проблему, но перегнули. Коробка четкая, все прекрасно ловится, но все требует избыточной силы, как рычаг тугой, так и лапка.
Оно не напрягает в путешествиях, но если постоянно в пробках толкаться с полузажатым сцеплением, может бесить. Это единственная причина, почему как чисто городской мотоцикл его не порекомендую. Даже несмотря на то, что он супер узкий для тур-эндуро и в пробках лазить одно удовольствие. И звук в городе отличный. Редкий случай, когда малокубатурный Adventure приятно звучит. А вот на трассе двигателя не слышно совсем. Если брать 300-400 кубовые мотоциклы, которые я пробовал, после езды на магистрали только от Гималаяна уши не устают. Еще и стекло ближе к раллийным мотоциклам. Оно узкое и обдувает грудь, но снижает давление на шлем, поэтому на магистрали ехать неплохо. Плюс из-за того, что мотоцикл тихий на магистрали, здесь можно запросто улучшить комфорт спойлером, который уберет остатки шума от ветра. А еще у Гималаяна нет проблем с вибрациями на магистралях. Вибраций на руле до 6000 оборотов нет совсем, а дальше на пятой передаче он и не хочет разгоняться. Если на пониженной выше 6000 оборотов ехать, там вибрации начинаются в полный рост и ничуть не лучше конкурентов. На подножках небольшой зуд есть, но из-за толстых резинок не мешает. А еще на баке вибрации всегда, но при желании можно накладками побороть. Здесь есть нюанс, что у меня на карбовой версии было все иначе. Вибрации чувствовались после 100 км в час, тут такого нет. Причем это касалось не только конкретно моего аппарата. Я ездил на таком же карбовом приятеле, там точно такие же вибрации. Но при всех достоинствах Гималаян не любит магистрали. Мотоцикл затачивался под диапазон индийских скоростей, где на трассах 60-80 км в час это отличная скорость, и сотку выжимать можно только на полупустых четырехполосных дорогах. На большинство индийских магистралей мотоциклом въезжать запрещено, а где разрешено, максимальная скорость для мотоциклов на магистрали 80 км в час. И это они в 2018 году лимиты подняли, раньше было 65 км в час. Двигатель очень хорош при езде на низких скоростях, но со мной и багажом 130 км в час он просто не едет, что для его кубатуры нонсенс. Вторая проблема. На 120-125 км в час, что для него предел, Гималаян жрет почти 6 литров, тогда как на скоростях пониже в горах у меня получался реальный расход 3,7 литра на 100 км. А официальный расход, который будет актуален в городе, 3,2 литра. Это вполне реальные цифры, не забываем, что это уникальный длинноходный двигатель в классе, который при прочих равных должен быть экономичнее. У Гималаяна бак довольно большой для малокубатурника, в Индии его хватает очень надолго. Например, в Мекке мототуристов на маршруте Манали-Ле в Гималаях раньше это был единственный индийский мотоцикл, который спокойно проезжал от заправки до заправки, где все остальные едут, обвешавшись канистрами. Но на европейских магистралях этого бака будет катастрофически не хватать. У меня большие надежды на новый 450 мотор. Скорее всего, максималка там подрастет до 150 и 130 км в час он таки комфортно поедет. 411 движок так не может, оптимальная для него скорость 110 км в час. У меня на обзоре мотоцикл 2022 года. Вообще в русскоязычной мототусовке есть ощущение, что Гималаян один, а по факту там сменилось 3 или 4 поколения, кто как считает, и новое на подходе. На первых версиях, что карбовой, что ранних инжекторах, седло у Гималаяна было ужаснейшим. Была проблема со слишком мягким наполнителем, из-за чего бедра продавливали края и фактически сидел на раме мотоцикла. У пассажира была похожая проблема. Сейчас седло по форме похожее, поэтому я предвкушал всю боль, через которую придется пройти. Но оказалось, что сиденье ничего общего со старым не имеет. Не скажу, что лучшее в мире, но неплохое в рамках малокубатурного класса и не требует срочной замены. Вообще эргономика в рамках класса одна из лучших. В коленях угол нормальный из-за того, что сиденье достаточно длинное и горизонтальное. Можно сидеть чуть дальше с распрямленными ногами и не скатываться к баку. Руль относительно высоко и легко допиливается до идеала проставками. И то это имеет смысл где-нибудь при росте от 180. Единственный нюанс: с моим ростом 188 см уголок коленей попадает ровно в конец выемки на баке. В Индии, где катаешься в легкой одежде, раздражало, появлялся легкий зуд после езды, хотелось причесаться. Сейчас ездил в наколенниках и нормальных мотоштанах, никаких претензий, вряд ли заметил бы подвох. На примере. Первый день теста Гималаяна я проездил больше 12 часов, не считая пары часов на машине, чтобы до мотоцикла доехать. От малокубатурника ожидаешь, что в таком режиме вечером хочется тихо умереть, а здесь ничего даже не затекло и какой-то усталости не было. Немного только от седла затек, но терпимо.
Причем ехал подушечками на подножках. Обычно на малокубатурниках, чтобы сохранить колени, приходилось ехать под каблук. По совокупности Гималаен комфортнее, чем КТМ 390, 310 ГС и так далее. Что самое-самое крутое, мотоцикл создавался под индийцев, у которых средний рост заметно ниже европейцев. Если брать полноценные тур-эндуро с 21 колесом и нормальными подвесками, Гималаен вообще получается самым низким по седлу из всех. Конечно, где-то можно взять заниженные комплекты или еще что, тот же 790 Adventure можно подзанизить почти до уровня Гималаен, но если сравнивать сток, конкурентов даже близко нет. И само седло у Гималаен без избыточного расширения сзади, поэтому людям с низким ростом отлично подходит. А если еще вспомнить, что Гималаен самый дешевый тур-эндуро с 21 колесом, совсем шикарный. Не могу сказать, что он такой же легкий, как КТМ 390 Adventure, просто вы его ронять нигде не будете и в сложных ситуациях с выпущенным шасси пройдете. Из-за супер низкого седла Гималаен как вездеход, и уронить его довольно сложно. Это очень-очень дружелюбный мотоцикл для новичков. Если выбирать мотоцикл не для откровенного эндуро, а обычных грязных туристических покатушек, я рекомендую тот, где нормально ступнями достаешь, а не тот, который немного легче. Насчет веса. Да, он тяжелее, чем 390 Adventure или 310 GS, однако не все так страшно. Тут веса больше из-за кучи железок. В стоке металлическая защита картера, центральная подставка, стальной багажник и дуги спереди. Также не забываем, что у Гималайена спецованные колеса большого диаметра с камерами. Если все лишнее поубирать, пятнашка точно уйдет. Ну и по факту с уже установленным кофром, скорее всего еще из-за низкого седла, Гималаен воспринимается все-таки в той же весовой категории, что и КТМ 390 с 310 GS. Не пушинка, но однозначно ощущается заметно легче, чем Тенери, Туарек или КТМ 790, хотя они по цифрам совсем близки. Еще все отмечают, что новые поколения ощущаются легче. Возможно и так, но старый Гималаен я спокойно брал руками и переставлял из ям. С Тенери так уже не получается. Поругать эргономику стоит за ретро-зеркала. Во-первых, любые круглые зеркала изначально менее удобные. Во-вторых, обратите внимание, что крайние точки зеркал уже руля сантиметра на 4 с каждой стороны. Я такого вообще никогда не видел, зеркала или вровень с рулем, или чуть в стороны торчат. Когда едешь в экипировке с защитой локтей, настроить полноценный обзор не получится. Зеркала первым делом надо поменять. Комплектация у Гималаен очень странная. Смотрите, у нас есть куча защитных железок, но почему-то в стоке нет защиты рук. Причем физически оригинальная существует, на всех фотках показывается, но ставится только в версии Adventure. Я так понимаю, такая комплектация вообще только в Европе продается, и это инициатива местного представительства. Стоит сказать, что в Индии своя тема. У них очень много тюнинга на рояле, и стоит это обычно дешевле, чем на Алиэкспрессе. Например, защита рук в Индии стоит 1000 рупий, даже со светодиодами, и можно выбирать дизайн. Рупий за 500 набор зеркал на вкус и цвет. Причем я помню, как лет 7 назад я покупал комплект зеркал за 50 рупий, а оригинальные хромированные на Bullet стоили в районе 150 рупий. Какие-нибудь мягкие чехлы на седло гималайца – до 1000, защита фары – 800 рупий, металлическая защита радиатора – 1,5. И все это возит Amazon или Flipkart, даже никуда идти не нужно. Можно хоть каждый день себе что-нибудь добавлять на мотоцикл, продается что угодно в нескольких вариантах. И еще одна прелесть. В Индии фактически отсутствует техосмотр мотоциклов, делай что хочешь. Возвращаясь к комплектации в Гималаен. Даже в версии Adventure до сих пор отсутствует розетка, но зачем-то в новые версии добавили отдельный экран-навигатор. Вот этот экранчик справа. Навигация на основе карт Google, что я всячески одобряю, но экран показывает только стрелочки маневра, что делает такую навигацию абсолютно бесполезной. Плюс докопаюсь до мелочей. Сам навигационный экранчик не совпадает по стилю с остальными приборами. Все приборы с серой матовой обводкой, а у навигатора хром, потому что изначально обводку делали под Meteor, где все приборы хромированные. Кстати, для нового скрэмблера об этом подумали, и навигатор с черной обводкой под стиль спидометра, а гималайцы чего-то обделили. Сам навигатор как бы отдельный и никак не связан с приборкой, поэтому время там настраивается отдельно. В моем случае не совпадает, и ладно. На тестовом байке еще и колодец криво стоит, в горизонталь не попали. И я не очень понимаю смысл заниматься навигацией, когда байк до сих пор выпускается с галогеновым светом. Для галогена он, конечно, неплохо, во всяком случае свет приятнее, чем на галогеновых японцах, но все-таки все прямые конкуренты уже перешли на светодиоды, должно быть стыдно. Еще прикол, который я не ожидал увидеть.
У Гималайна есть компас рядом с указателем топлива. Стрелки показывают направление правильно, но компас начинает работать где-то через минуту после запуска двигателя, а до того показывает последнее запомненное значение, которое обычно с точностью наоборот. Бывали ситуации, когда навигатор, например, показывает пустоту, и ты примерно представляешь, в какую сторону нужно ехать. По компасу можно ориентироваться, но это редкая задачка. Чаще в путешествиях другой сценарий. Ты подъезжаешь к какой-то точке, глушишь мотор и делаешь дела. Потом в навигаторе тыкаешь новую точку и не можешь сходу сообразить, а в какую сторону навигатор предлагает ехать, вперед или назад. И вот в этот момент компас помог бы, но ты уже развернул мотоцикл и видишь то ли еще устаревшие показания, то ли это уже обновленные. Еще из странного, к чему нужно привыкать, отсутствует контрольная лампа резерва топлива, просто трипометр переключается на отсчет расстояния, пройденного с момента начала резерва. Одно число просто меняется на другое и можно проморгать. Во-вторых, резерва отсыпали от души, он включается, когда в баке больше 5 литров. Если не брать магистрали, на резерве еще кататься километров 140, а мотоцикл нервирует. Из необычного также расскажу, как устроено обслуживание роялей в Индии. ТО через одно бесплатное. Так они приучают индийцев обслуживаться в официальном сервисе. Кстати, у Гималайен сделали увеличенный межсервисный интервал 10 тысяч километров. На старых буллетах масло принято было менять где-то раз в 4000 километров, ну и раз в 1008 стоило променять прокладку. Все рояли сопливили маслом, поэтому любое поколение можно было назвать текущим. Гималайен по надежности где-то между китайцами и европейцами. Японской надежности ждать не стоит, и качество сборки все еще так себе, но, к счастью, вопиющие болячки уже исправлены. И это я говорю чисто теоретически, потому что у меня на самой ранней версии Гималайна единственное, что сломалось, и то в период обкатки, регулятор напряжения, который по гарантии без проблем поменяли. Потом с мотоциклом не надо было делать ничего. И у знакомых с мотоциклами ничего интересного не происходило, максимум слегка сопливил двигатель в микродозах. В этом ключевая разница с китайцами. На Гималайен, если в первые пару тысяч километров что-нибудь не отвалилось и устраивает качество покраски, то дальше мотоцикл не требует к себе повышенного внимания. Ни у меня, ни у знакомых не было такого, что отпадали какие-то болты, перетирались провода и что-то в таком духе. Самой существенной проблемой Гималайен была сварка рамы. Был ряд случаев, когда рамы трескались. Хотя ни я, ни мои знакомые на старых Гималайенах с этим не сталкивались, но проблема явно была. Это все касается старых поколений. Ни об одном случае в поколении BS6 я не слышал, даже специально сейчас искал. Прошло 2 года, уже бы вылезла проблема. А все остальные нарекания по новому поколению – мелочи, и нужно еще принимать индийский контекст, где и к качеству заправок есть вопросы, и к постоянному песку и пыли. Все-таки, когда речь о настолько дешевых мотоциклах, обычно выбор между индийцами и китайцами. Прожив с десяток лет в Индии, смело могу заявить, что индийские мотоциклы крепче. На роялях не бывает, что где-то на металле экономят. Гималайен делается на новом техпроцессе, и бак вручную не раскрашивают, и декоративные панели сделаны из закрашенного в массе пластика. А если взять буллет, там все панельки, крылья и зеркала из толстой стали, либо алюминия, хотя сейчас так никто не делает. Во всяком случае, так было лет 7 назад, совсем новые буллеты я не разбирал. Обычно индийские мотоциклы эксплуатируются адово, навешиваются безумные стальные клетки для груза, цепь не смазывается никогда. И мотоциклы, кроме новых и дорогих, обычно не заезжают на сервис, пока не сломаются, причем климат хуже не придумаешь для техники. Несколько месяцев мотоцикл пескоструит, смешиваясь с соленым жарким воздухом. Потом несколько месяцев беспрерывно поливает ливнями, которые в Европе представить сложно. И оно все работает десятилетиями с дикими пробегами. Ну и не стоит забывать, что в Индии самый популярный вид спорта – проверять, сколько еще можно запихать людей на Royal Enfield и так ездить. Индейцы регулярно устанавливают рекорды Гиннесса по максимальному количеству человек, едущих на мотоцикле, и это всегда рояли. В последний раз проехало 58 человек, говорят, рама у буллета стоковая. И давайте поговорим про бездорожье. Гималайен находится в такой странной ситуации, что непонятно, с чем его сравнивать. Если с 310 GS или KTM 390 у них и нет претензий на звание полноценного тур-эндуро с мелкими колесами и кроссоверными подвесками. Можно сравнивать с VOG 300 Rally, но это немного не про то, по комфорту любой софт-эндуро даже не близко. Если брать тур-эндуро с 21 колесом, они обычно минимум в 2 раза дороже. Один KLR 650 только где-то между, но все равно с большим разрывом, и это тоже не мотоцикл мечты. Допустим, я скажу, что у Tenere или у Tuareg подвеска лучше настроена, и что произойдет?
Подвеска вполне длинноходная, но супер жесткая. Даже я бы сделал чуть мягче, хотя я не люблю желе. Да что нам эта жесткость дает? Во-первых, мотоцикл на серпантине приятно рулится, как чистый дорожник, и даже при езде с пассажиром и грузом все равно будет достаточно жестким для четкого управления. Мотоцикл для Индии, запас грузоподъемности заложенный в подвеску. Во-вторых, пробить подвеску нереально, только если прыгать, но иногда вилка из-за своей жесткости не пытается отрабатывать. Может просто сильно бить по рукам на неровностях, а не глотать. Вилка, как вы могли догадаться, не перевернутая, при такой стоимости это ожидаемо. На вилке пыльники в стоке, очень удобно. С другой стороны, у амортизатора нет брызговичка, и он всегда будет в грязи. Спереди два крыла. Если посмотреть под верхнее, оно всегда чистое, и, честно говоря, предназначение этого элемента, кроме стиля, я не понимаю. А вот у нижнего крыла удачное крепление. Во-первых, там сразу между колесом и крылом нормальный зазор, чтобы камешки пролетали. Во-вторых, крепление сделано так, что легко подложить проставки или гаечки и поднять крыло для настоящего эндуро. Если за скобками оставить вес, с точки зрения бездорожья, Himalayan сильно лучше 390 Adventure, не говоря про остальные кроссоверы. Если у КТМ я периодически нащупываю предел подвески даже со своим аккуратным катанием, и оно как-то не совсем так работает, то Himalayan позволяет шпарить по бездору очень быстро и технично. Ощущение полноценного турендура, вот я о чем, как если бы ехал на Тенере или 790, ближе к таким ощущениям. Я ни в коем случае не говорю, что это конкурент Тенери, просто по поведению заметно, что Himalayan уже не кроссовер. Стильный же, зараза, согласитесь. Главная проблема Himalayan, на него ничего не подходит от других мотоциклов, для эксплуатации нужна полноценная дилерская сеть. Как можно понять, мотоцикл-то мне нравится в своем бюджете, но я не вижу смысла его покупать на рынках, где нет дилеров даже откуда-то таскать. Ну притащите вы его из Европы, а дальше что? Я сам 500 раз думал о том, чтобы купить рояль, пока жил в Москве, но останавливал полное отсутствие запчастей. Конечно, могу просить индийских друзей что-то присылать, но это будет либо дорого через экспресс-доставку, либо затягиваться на пару месяцев в самый разгар сезона. Да, в современном поколении нет запредельных проблем, но по мелочи что-то может вылезти, и хорошо бы иметь рядом запчасти. Поэтому в условиях Индии это прекрасный мотоцикл, в Европе тоже имеет смысл, а, например, в России я бы его не рассматривал. Даже не идеальный VOG 300 Rally, но с сервисом выглядит предпочтительнее. А в США или каких-то рынках, где Himalayan слишком дорогой, а KLR 650 слишком дешевый и разрыв всего $1500, надо просто подкопить на Kawasaki. Да, Himalayan специфичный, неторопливый и далеко не для каждого, это все понятно, но харизматичный и уникальный. Примерно та же история, как с Moto Guzzi. Мотоциклы сильно на любителя, но имеют право на существование. Пытались наладить дистрибьюторство, ни у кого не получилось. Все общение с Royal Enfield закончилось тем, что индийцы выразили неуверенность именно насчет сотрудничества с Россией из-за санкций и из-за предыдущего не особо интересного опыта. Кстати, за обзор Himalayan можете поблагодарить бустеров и патронов. К моему удивлению, рояль в голосовании длительное время был самым желанным мотоциклом для обзора из предложенных. Только поэтому я сделал сейчас обзор. И вовсе не из-за цены. Потом его обогнал новый Tiger 1200, а за еще один дешевый байк Moto Marine Escape практически никто не голосовал. И от меня большое спасибо бустерам и патронам за поддержку. Сейчас вы меня здорово выручаете с оплатой арендных мотоциклов. Если у кого будет желание в копилку на оплату тестов сброситься, милости прошу по ссылкам в описании.